Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за ваше время, за вашу поддержку, за ваше внимание. Спасибо за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Его страхи в отношениях с тобой. Рассмотрим сегодня, что же загаданный вами мужчина, может быть, испытывает к вам, да? Его страхи конкретные по поводу взаимоотношений с вами. Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации загаданного вами мужчины. В конце видео в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также присылайте любые вопросы, на которые хотели бы получить ответ профессионального психолога. Обязательно отвечу в своих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Итак, сила мужчины часто измеряется его умением скрывать свою слабость. Но наши карты не обманешь. Вы смотрите на него и видите неприступную стену. Но за этой стеной прячется человек, который до смерти боится для вас быть недостаточно хорошим. Вы для него зеркало, в котором он видит свои самые глубокие комплексы. Что же мешает ему открыться вам полностью? Какой страх из его прошлого мешает сделать шаг навстречу вам, вашему будущему? Давайте посмотрим. Итак, сигнификация мужчины. Пожалуйста, вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса, назовите его имя. Какой мужчина пришел на расклад? Какой он? У меня вас показывает сразу. Яркая, харизматичная женщина, наполненная энергетически, оптимистка. Ух ты, и он мне показывает страсть у меня к этой женщине. Вот, она будоражит. Все, что может будоражить мужчине, вот вы будоражите. Интересно. Первая карта – это женщина, которая смотрит расклад. А тут дальше мне какие-то дамочки вышли. Интересно. Женский коллектив. О, две сразу. Свинья, гармония. Интересно. Это о чем? Мужчину покажите мне. Очень интересно. И на этих словах вышла карта волк в овечьей шкуре. О чем это? Мужчину, пожалуйста. Ну, тут скорее сочетание не в том плане его моральных качеств, да, не буду на мужчину тут наговаривать. Тут скорее он себя пытается транслировать. Рядом карта эволюция, это скорее, что у него тут все прекрасно, все у него, все путем, все пучком, все у него так, как он и запланировал, все в жизни так и происходит. Какие-то тут мечты его сбываются, планы какие-то, все по плану идет у него, но впереди идет карта свинью ему подложили. То есть это, знаете как, попытка выдать желаемое за действительное, да? Тут такое вот. И тут же волк в овечьей шкуре, и рядом карта невозможно. Мне говорит о том, что где-то мужчина сейчас как запутался и пытается, ну, внешне он создать иллюзию того, что, повторюсь, все под контролем, все замечательно, все прекрасно. Тут эволюция у него, он развивается, может даже внешне сейчас показательно он следит за собой. Может быть, у кого-то это, даже не знаю, там, спа, у кого-то это, не знаю, там, прикупил какой-то брендовой одежды и решил действительно заняться, у кого-то это там ходит спортом занимается, да, в клуб какой-то. Ну, почему-то мне вот так показали, но при этом на самом деле тут его просто попытки взять под контроль свою жизнь. Может быть, даже оправиться после какого-то потрясения. У многих тут произойдет, знаете, мужчина будто бы вот изначально мне показали, тут он увлечен, в голове у него какая-то женщина. Первая карта – это очень часто на вас. Но дальше карты, говорящие о том, что
Давайте так. Мужчина опытный, я это так назову, да, тут какое-то сообщество женщин. И то ли вот этот опыт какой-то, который у него был уже с этими женщинами, то ли влияние этих женщин. У кого-то, знаете, тоже женщины могут сплетни распускать, какие-то провокации устраивать. Тут как будто бы отчасти вот влияние этих женщин, оно спровоцировало, может быть, у него расставание с какой-то женщиной или недопонимание с вот этой женщиной, которая у него тут засела, у него в сердце, в печенках. Уже не знаю, почему-то так, как свинью ему подложили, видите, подарочек такой. И он как будто сейчас пытается от этого всего, знаете, то ли восстановиться, то ли минимизировать урон, который ему нанесли. Что-то мне так идет. Так, давайте посмотрим. Это ваша карта. Ну, вот смотрите, это ваша карта. Вы для него очень значимы. Женщина, тут по карте княгиня, достойна всего самого наилучшего. В принципе, он видит вас самодостаточной. Женщина, которая и себе знает цену, и в принципе у нее планочка такая довольно-таки высокая. И тут я уже охарактеризовала карта женщина-муза. Мечта. Вдохновляете, воодушевляете. Рядышком с вами ему вот хотелось быть таким, знаете, мачо. Крылья расправить, и вот я красавчик, я самый лучший. Он так ощущал это все. Вот тут не пойму, при чем тут вот эти вот дамочки следом идут? О чем это? Ух ты! О чем это? Мои хорошие, у кого-то тут история, я вам хочу сказать. Мужчина, тут карта доступность. Давайте так, ну не буду ни на кого тут наговаривать, но тут женщины, которые могли сами предлагать себя ему, да, во всех смыслах. Могли тут флиртовать, чуть ли не инициировать тут, ну, вешаться ему на шею во всех смыслах, опять-таки. Знаете, если в какой-то определенный момент он мог и не отказывался от услуг этих женщин, или, в принципе, от внимания, ему это было интересно, он, может, подпитывался. Тут карта темперамента говорят о том, что, ну, он был не против, давайте так. Карта жадность, сглаз. А дальше карты такие интересные идут, знаете, как будто бы вот его карта и карта бездействия. Может быть, он привык проявляться в сторону каких-то определенных женщин, ну, каким-то образом, да, это удовлетворяло их обоих. А потом то ли мог подвлюбиться и кого-то, знаете, как обидеть, то ли своим отказом, то ли своей какой-то, ну, тут бездействие, непредприимчивостью. А тут могли женщины даже разозлиться какие-то, и могли тут и гадости какие-то ему натворить, и могли и сплетни распускать. Нет ничего хуже этой женщины, как отвергнутой, да? А тут он мог как-то очень некрасиво себя повести. И я тут вижу, тут женщина какая-то на него затаила злобу, карта с глаз. Может быть, потому что раньше, если он там, ну, там, повторюсь, какие-то легкие форматы проигрывал или давал надежду, то тут мог дать понять, что меня эти сценарии не интересуют. Вот тот редкий случай, когда, скорее всего, мужчине уже надоело, ну, может быть, как-то вот действовать вот по одному какому-то алгоритму, и ему неинтересно стало, может быть, эти общения с этими женщинами, опять-таки. И тут кто-то на него подобиделся. Повторюсь, тут могли, тут что хочешь, пойти в ход. Какие-то нелестные выражения и подставы, и вплоть до того, что могли ему тут навредить даже. Я вам хочу так сказать. Мне что-то такая вот странная характеристика идет. Так, ну, это уже в прошлом, это уже прошло. Сейчас он как будто бы от всего от этого, как знаете, пытается выздороветь, оправиться от этого всего. Так, все-таки в волковичьей шкуре. Это на него башня. О чем это? Что это? Ну вот смотрите, лишний раз мне говорят
я спрашиваю, в волковичьей шкуре, это он, карта башня. Скорее, если раньше он и был таким, да, то есть человек показывает один фасад свой, лицо, да, на самом деле там под этим фасадом совершенно другое все. Ну, как многие из нас, да, пытаются, конечно, свои некрасивые какие-то там поступки скрыть там или, в принципе, черты какие-то характера наших, которые мы знаем, нас не красят. Может быть, мы пытаемся это сгладить. Тут, в принципе, он мог в прошлом таким быть, но сейчас вот как у него запущен какой-то процесс. Он меняется, этот человек очень меняется. При этом тут больше история о том, что он скрывает свое какое-то очень уязвленное состояние, карта унижения. Он почувствовал себя униженным и пытается это скрыть. Вот это вот за 7 замками, но при этом бесплодно. Знаете, как будто бы может надеяться, что состояние улучшится. Я не знаю, почему-то мне его показывают таким, как будто бы сразу такого мачо, тут темпераментный, страстный, может быть, любвеобильный, может быть, тут эти дамочки не снимают ответственности с женщин, наоборот, тут, скорее всего, эти женщины к нему проявлялись, тут чуть ли не сами на него вешались, да. Тут как будто бы он сказал для себя: стоп, мне это неинтересно, ну, как-то отодвинул очень, может быть, даже некрасиво, некорректно, не подумав об их чувствах, об их эмоциях, да, если раньше он одно транслировал, а тут как-то резко, то тут все пошло у него наперекосяк, да. Скорее всего, тут даже не одна женщина. То есть он показывает: я хочу измениться, я меняюсь, я другой. А внешне показывает тоже какую-то свою там стабильность, все хорошо. И, несоответствие какое-то того. А какой же он сейчас на самом деле? Что это? Он? В прошлом, говорят, в прошлом он манипулятором был. Еще тем. Но произошла какая-то болезненная ситуация для него, это уже время какое-то тому назад. А сейчас он как карта очищения. Он по-другому смотрит на себя, на свои поступки, на, может, взаимоотношения с женщинами, женщиной. Так, а что тебя вот сподвигло вот к этому какому-то болезненному этому очищению? Что тебя сподвигло? Что случилось? Подчинен, ты подчинен. В чем это? Ох, ну смотрите, а что у него случилось? Он тут встретил какую-то ведьмочку, ведающую, обладающую тайными знаниями женщину. Он говорит: подчинение. Вот он смотрит как на Луну, залип. Зависимое, созависимое отношение. Вокруг шеи у него тут цепи, черная кошечка. Она для меня непонятна, для меня непрочитанная книга. В принципе, она как не от мира сего. И показана карта шабаш. Вот все пошло не так, как он планировал, не как он мечтал. Будто бы, а его забыли спросить, как он мечтал. Тут все пошло, будто бы не по его сценарию. Ну вот, она подчинила меня. Карта подчинения, и тут карта шабаш, и черная кошечка. Все. Так. Такая сигнификация у нас мужчины. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим его страхи в отношениях с тобой. Первое, у него его базовый страх в любви. Может быть, что его травмировало в прошлом, да? Что там, какие потрясения у него были? Что травмировало его в прошлом? Следующее. Чего он боится конкретно в тебе? У кого-то вашей неземной красоты, вашего ума, может, у кого-то вашей там прямолинейности, не знаю. Сейчас. Чего он боится конкретно вот в тебе? Следующее. Страх обязательств. Боится ли он потерять свободу? Или боится, в принципе, брать ответственность, да? Что нам покажут карты?
Следующее. Как этот мужчина маскирует свой страх? Агрессия, может быть, какими-то исчезновениями. Или трудоголизм, да? Он женат на своей работе. Давайте посмотрим, как он это маскирует свой страх. Во что он вот это... Сейчас я выговорю. Облекает. Ну, в общем, уходит с головой в работу. Или наоборот, там у него какие-то там агрессивные выпады. Так, и совет вам. Как вам себя вести, чтобы он перестал видеть у вас угрозу и начал видеть партнера. Глазки у него открылись. Он увидел вас партнера. Прям мне так захотелось. Не знаю, что. Так, смотрим. Чё. Итак, его страхи в отношениях с тобой. Первое, его базовый страх любви. Травмировало что-то в прошлом. У кого-то тут мужчина или был женат, или сейчас не свободен. Также, может быть, это какой-то очень печальный опыт у него. Создание семьи, род, семья, может быть, даже рождение деток. Но тут о чем? Вот эти вот карты травмировало в прошлом. Скорее всего, мужчина старался. Может быть, тут мужчина изображен, который разбрасывается этими банкнотами, да, то есть транжира. Я бы тут хотела это прочесть, как будто бы мужчина действительно вкладывался во взаимоотношения. И в первую очередь это даже не материалка, а в первую очередь скорее это, хотел он, наверное, создать нормальные взаимоотношения. Тут, может, вкладывался вниманием, заботой, ресурсы свои вкладывал, может, временной ресурс, вот тут как-то так. При этом мне так показано, мужчина вообще-то для него это не очень свойственно, я вам хочу сказать. Он любит себя, этот мужчина. По карте этот павлин, он скорее любит себя. Люблю себя в искусстве, да, чем искусство в себе. Тут он такой сам себя обычно не обидит и эти перышки может распускать. Как вам сказать? Тут мужчина, который прекрасно осознает свое влияние на женщин. Он знает, что там многие заглядываются на него глазками влюбленными. Он знает, как подчеркнуть свое достоинство, на чем сделать акцент. Он знает о том, что он постоянно под этим женским пристальным вниманием. Тут вот такой мужчина. И он от этого кайфует. То есть для него не проблема найти там женщину какую-то для я не знаю, для какого-то времяпровождения, да. Многие тут влюбляются в него. Уже как будто бы, знаете, толпа каких-то тут дамочек есть, которые не против с ним провести время. И уж тем более там дальше что-то развивать. Но тут показано, травмировало в прошлом. Он тут вложился, вкладывался в какие-то взаимоотношения, и он хотел вот семью создать. Повторюсь, у кого-то это родовое дерево, детки. Но получил, о чем тут получил? По карте карма и карта вот это плод, не получилось то, что он себе там напланировал. Скорее всего, его тут задело, ему кажется, по этим картам, что он слишком много вкладывал в эти взаимоотношения, а получил очень мало. Или не получил того самого, чего он там хотел. Желанного того самого он не получил. И более того, если он сейчас во взаимоотношениях с кем-то, то карта маска. Как будто искренности мало в этих взаимоотношениях. Очень много тайн, недоговоренностей. Если люди и проживают друг с другом рядышком, то если мы его смотрим, то ему кажется, что в семье нет какой-то искренности, поддержки. Вот так. Каждый сам по себе живет. Я не говорю там одиночество прям вдвоем, но тут что-то такое. Вот это вот в прошлом. Как будто бы очень печальный опыт у него был. Следующее. Чего он боится конкретно в тебе? Красоты, ума,
прямолинейности. Чего боится конкретно в тебе? Ага. На прямых. Опять-таки показано, с одной стороны, он очень боится того, что вот вы будете для него той самой роковой. Тут как молния пронзает, да, человека, в макушку убьет. Он очень боится, наверное, ощущение того, что он теряет контроль над ситуацией. Вот это вот. А потом также он почему-то тут карта одиночества, карта Эрос. Очень боится того, что, знаете, будет, может быть, секс там какой-то сумасшедший, или он был, да, не в том дело. Дело в том, что вы для него привлекательны сексуально, но он боится того, что кроме, вот, допустим, вот этого сексуального влечения, может через время мало что вас будет связывать. А это тоже в свое время это уйдет, этот секс. И будет одиночество. То есть повторение какого-то сценария вот из прошлого. У него как будто бы это уже такое что-то было, он говорит. Очень боюсь того, что страсть уйдет, и опять будет каждый сам по себе. Каждый своей жизнью живет. Карта одиночества. Вот так вот. Даже, скорее всего, он это боится. Сейчас я уточню. С вашей стороны такое будет. Но опять у меня переворачивается еще карта. Тут вот метла была. Вот карта метла, сплетни. И вот карта гроб. Это знаете еще о чем может быть боится? Боится чего? Того, что может быть вы остынете к нему. И карта сплетни, гроб. Может быть даже вы где-то будете искать это. Тоже секс. Этот какой-то страсть на стороне. Будете с ним, может быть, даже в каком-то союзе состоять, но при этом тут сплетни и карта гроб о том, будто бы ему могут рассказать о том, что вы, может, интересуетесь другим мужчиной, и вам нужно общение с другими мужчинами. Вот тут тоже этого может боиться, кстати. Так. Боишься, что эта женщина найдет кого-то? Нет. То, что тебе этого будет не хватать. Мастер, это о чем вообще? Наказание. Я вам хочу сказать, я спрашиваю, ты боишься того, что женщине будет не хватать тут сексуального какого-то наслаждения в отношениях с ним? Бесплодно? Нет, скорее нет даже. По поводу него спросила, тебе будет не хватать? Он говорит, я мастер своего дела, и как будто бы я знаю, как сделать так, чтобы мне было тут комфортно, уже не знаю. Что он в принципе боится того, что вот эта страсть, она уйдет из взаимоотношений. Карта наказания. И тут, ну, как-то так. Как будто бы опять как одиночество будет. Боишься, что ты будешь в одиночестве. Связан. А женщина. Он боится смотреть, он боится того, что во взаимоотношениях с вами, как будто бы может связать с вами свою жизнь. А дело в том, что вы, может быть, тут карта влюбленная, у вас тут кто-то еще будет или появится, или вы будете засматриваться на кого-то другого. Какой-то выбор, ну, на вас, я спрашиваю вас, это у него руки связаны, а у вас как будто бы по влюбленным это выбор. Почему-то он тут боится, что то ли он недостаточно для вас хорош, то ли как будто бы вскроется что-то, и вы потом как отстранитесь друг от друга. И причем он еще боится, знаете чего? Того, что вам какие-то новости, новости, карта по поводу него, может быть, сообщат, прилетят эти новости. Но тут же метла и сплетни, кстати, могут быть. И это как в макушку шандарахнет, это какая-то такая новость сумасшедшая, и вы отстранитесь от него. Можете будете, как вам сказать, на физическом уровне рядом находиться, да, в соседних комнатах, но это будет одиночество. Как будто бы даже боится каких-то тут сообщений, сплетен. Тут даже может быть карта Эрос, ну, уже не знаю, про какие-то, может быть, в прошлом его похождения. И это по карте гроб, это может, знаете, как точкой быть, точкой невозврата. Все, между вами отношения могут закончиться. Вот этого он, кстати, боится. Скорее всего, даже каких-то историй из прошлого.
Мгм. И боится, что вы на другого посмотрите. Там, или начнете его сравнивать с другими. Как будто бы он недостаточно для вас станет, ну, хорошим тем самым. Давайте смотрим. Его страх обязательств. Чего он боится? Потерять там свободу или боится какую-то ответственность взять? Свобода сразу вышла. Это карта свободы, девочки. Очень боится потерять свободу человек. Видите, как ребенок плачет. Карта звезда. Боится того, что потеряет свободу, ему от каких-то своих тут планов, мечт, тут призвания какого-то, вот тут, как он себя там позиционирует, ему придется от этого отказаться сразу. Плюс ответственности тоже боится. Смотрите, карта медведь это человек, мужчина. Медведь на мужчину всегда ложится карта, когда это человек, который вкладывается во взаимоотношения, прикладывает усилия для того, чтобы эти взаимоотношения процветали. Ну и тут неотъемлемая часть вот трактовки этой карты это материалка. А тут он этого тоже боится. Ну, подтяну, не потяну, и не хотел бы, честно говоря, сильно. Тут свобода, первая карта, видите, девочка с крыльями, птичка еще. Тут карта медведь, ответственности боится. Так, чего боится еще? Очень боится зависимости, карта созависимых отношений, зависимости, тут карта лилия. Боится того, что он подвлюбится, и он станет, ну, подкаблучником, где-то будет. Карта лилия – это красота, это нежность, это чистота помысла. Вот. Где-то боится даже, что он не оправдает ваши какие-то надежды. Вот где-то он понимает инаковость вашу. Вы одна, он другой, вот такое. При этом он боится, что вот он подвлюбится и будет зависим от вас. Ну, тут много страхов. Тут все, что можно, наверное, в отношениях. Вот такие страхи какие-то у него. Так, как он маскирует свой страх? Агрессия, исчезновение, трудоголизм. Как он маскирует свой страх? Ну, из этого всего я вижу первое, он как будто бы в принципе о вас, знаете, какое-то у него свое мнение, может быть, он какую-то вас категорию и иерархию вас определил, тут карта муза и ведьма, и первое фатально. В принципе, он вас считает женщиной, которая, знаете, роковая, женщина, которая поменяла мою жизнь. В принципе, он вас выделяет, да, из всех женщин. При этом маскирует свой страх, может быть, попытками даже разобраться, там, даже может увлечься эзотерикой, психологией, разобраться, почему вы такое влияние на него оказываете. Спичка – это маскирует свой страх, может быть, тут вспышки какие-то, ну, агрессия, то же самое может быть, импульсивность какая-то по карте, ну это спичка зажигается, импульсивный такой, да, и потом тут же как будто бы вот он понимает, что он там, ну где-то повел себя некорректно, некрасиво, а тут карта очищения, тут как будто бы человек с одной стороны и хотел бы с вами что-то тут по карте корабль, дает себе какие-то шансы, да, с вами, тут же он может себя и останавливать. Тут как-то... Я не удивлюсь, если он тут увлекается действительно психологией. Почему? Потому что как будто бы ему очень важно разобраться. Вы для него очень значимы, это 100%. Тут даже не буду про любовь, тут в принципе женщина, которая меняет его судьбу. Тут как будто бы у него есть шансы с вами изменить свою судьбу. Вот, по этой карте корабль в лучшую сторону. Но вот эти вот страхи, опять-таки, может быть какие-то комплексы, может быть опыт негативный. Вот, в моменте он может тут быть вспыльчивым, он может тут даже не по существу как-то
так как-то, не знаю, эмоционировать, а потом время проходит, и тут эта карта очищения мне говорит о том, что он сам себе говорит: блин, да что я так реагирую? До конца он даже не понимает, почему. Как будто бы хочет вас подпускать ближе к себе, но в то же время вот этот вот какой-то опыт, страх, вот это вот, не знаю, что-то из прошлого его останавливает. Так, очищение, это о чем? Ой, опять те же самые карты у меня выходят. Знаете, он может как-то на вас, ну, я не говорю рычать, но так как-то проявляться, как он в прошлом проявлялся во взаимоотношениях с женщинами. С женщинами, которые позволяли себе, ему так себя вести. Понимаете, они прощали какое-то его поведение, токсичное, может быть, какие-то высказывания, какие-то некорректные. Опять-таки, вот тут как будто бы... И он может так вот себя вести, а потом он видит вашу реакцию, и он понимает, что с ней так нельзя, ему от этого плохо. С одной стороны, он как привязан к вам, с другой стороны, он понимает, что есть другие женщины, с которыми может быть намного легче, которые доступны, которые ради него готовы на очень многое, и уж точно прощать ему вот эти какие-то выходки готовы. Тут вот такое идет, тут внутренний конфликт у него какой-то. Сравнение вас с другими женщинами. При этом он понимает, что если он выбирает вас, то и он меняется, ну, очищение, как будто бы выздоровление, он в лучшую сторону меняется, он становится лучшей версией самого себя. Но не факт, что это ему очень легко дается, вообще нелегко. Тут эти какие-то качели, они внутри него самого. Он до конца не уверен, нужно ему, не нужно это. Он понимает, что так как он проявлялся с другими женщинами, там, они позволяли так ему себя вести, с вами такое не прокатит. С вами нужно по-другому. И если ты хочешь быть счастлив во взаимоотношениях вот с вами, то, ну, если он хочет, то ему и проявляться по-другому нужно. Угу. Это вызов ему. Так, совет. Как вести себя, чтобы он перестал видеть в тебе угрозу и начал видеть партнера? Ух ты, карта дом, свинья, депрессия. Ага, депрессия. Ага, сокровище, самонастрой, треугольник. Ну, у кого-то тут у меня вышел любовный треугольник, да, и карта самонастроя. Не позволять себе... Сразу говорю, не позволять себя втягивать в эти треугольники. Почему? Потому что тут карта самонастрой, вы себя будете изнутри разъедать этими сравнениями с той другой женщиной. Вы себя, в принципе, сразу как обесцениваете, да, вы готовы тем, что вы находитесь уже в таких отношениях непонятных, да, вы готовы к роли второй, третьей, тут такой подождать. И говорят, ты себя вот это сама заключаешь в эти какие-то такие оковы, тебе это не нужно. Ты разрушаешь саму себя по этой карте самонастрой. Красивая женщина, но видите, тут какая... Вот у нее тут карта самонастрой, и черная какая-то волна идет, прям тучи какие-то черные. То есть ваши эти мысли, ваши эти сравнения себя с другой женщиной, допустим, да, хоть вы мне скажете, да, никого я с собой не сравниваю, но все равно идет неуверенность в этом мужчине, в этом партнере. Это расшатывает вас, это добавляет вам неуверенности в себе. Тут в принципе говорят, что если в треугольнике, лучше выходить из этого всего. Так, у кого-то тут говорят, не бойся отстраняться от него. Знаете, если мужчина не решился до конца, да, там, на что-либо, или как-то себя некрасиво ведет, там, вот он как-то проявился, тут подарочек, свинью подложил, да, ну, не бойтесь отстраняться. Пусть он остается в этом своем состоянии, пусть у него конкретно будет вот видение того, что я вот так поступаю, соответственно, женщина от меня отдаляется, игнорит меня, не берет трубку, не выходит на связь, вообще я для нее пропадаю, я для нее становлюсь неинтересен. Вот вам говорят, вот тут карта вирус, я ее так считываю, что в данном случае этому мужчине нужно такие сделать прививочки для того, чтобы он для себя осознал, насколько ему может быть по карте тут депрессия, быть некомфортно. Вот он
поступок какой-то совершил такой, знаете, который вас, мягко говоря, раздосадовал. Все, вы должны дать ему понять, вытянутую ручку, рамки границы свои держать и показывать, нет, со мной это не пройдет. Я сокровище. Ты должен прикладывать усилия для того, чтобы получить там, мою улыбку, мое внимание, мою поддержку, мою заботу, а не так, как там вы там будете давать вторые, третьи ему шансы, при этом он абсолютно ни черта не поймет то, что он там где-то накосячил, где-то он там как-то себя не так повел. Он не поймет, как с вами можно, как с вами нельзя, если вы там будете как-то снисходительно относиться к его каким-то тут, ну, некрасивым поступкам, давайте так это назовем. В принципе, вам говорят, не бойся отстраняться, не бойся тут показывать ему, как бы вы хотели, чтобы он себя вел. Или уж точно показывайте, как, если вам не нравится, как он себя там проявляет, вы должны это озвучивать, показывать. Он не глупый, он все поймет. Как будто бы вы сокровище, которое не должно давать ему себя обесценить. Вот тут такое вот. Ну, какая-то у меня такая сегодня информация, да. И, девочки, страх этого мужчины перед вами, это на самом деле страх того, что он не может контролировать ситуацию, ваше влияние на него, его чувства, эмоции, да, внутри него. Вот этот вот страх того, что он это все не контролирует. И психологически мужчина боится не женщины, а потери власти над своими чувствами к ней. И его, может быть, тут дистанция, его какой-то игнор, даже показательный, да, это попытка защитить свое эго от полного растворения в вас. И понимая его вот эти страхи, вы получаете ключ не к нему, а к своей свободе в этих отношениях. То, о чем я говорю. В первую очередь нужно заботиться о себе тут, в данном случае. И не вестись нам тут какие-то провокации, на манипуляции, на его попытки, может быть, тут, если треугольники, то это ревность, опять-таки, вызвать у вас, опять это желание победить на этих кастингах. Ну, зачем вам это нужно? Это вы вовлекаетесь в какую-то историю, такую, которая вам 100 лет в обед вам не нужна. Это. Вы должны оставаться самой собой, вот таким сокровищем. Все. И соблюдайте, пожалуйста, эту свободу в отношениях. Да? И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.